Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Телец. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 сентября. Мои дорогие тельцы, весь сентябрь месяц. Это знаковое время судьбоносное для вас особенно. И еще и у нас коридор затмений. Начинается лунным затмением с 7 числа. Мы делаем с вами расклад на 10. Но 7 это не есть какая-то одна дата. Нет, это только начало. Начинается с лунного затмения, заканчивается солнечным. Луна нам поднимает, знаете, как из недр, откуда-то из небытия, те вопросы, которые мы или мы ждем чего-то, или что-то вставлено на паузу. Здесь, безусловно, будет что-то проясняться. И нам способствует Солнце в Деве, критическое мышление. Но и не подзастрять будет тоже очень важно. Добрый месяц для работы, но есть еще и такой момент проработка собственных уязвимостей. Какая-то болевая точка, то, что у вас не получилось, не срослось, не сумели сделать, не сумели создать, или, может быть, соединить с кем-то узы, союз, да, может быть, и в личной жизни. Ну, вот здесь, видимо, мы окончательно понимаем, это все мы заканчиваем или все-таки что-то будет продолжено. Может быть, и есть что-то, ну, как важное, полезное, смотря чего касается. И это могут быть и люди, это может быть и вопросы работы, ваших достижений. И вот, наверное, как и за несколько дней до этого лунного затмения, почему я говорю, да, с первых чисел сентября, ну и после даже, да, солнечного затмения, после 21 мы тоже будем, ну, где-то отстраивать совершенно, скорее всего, новую стратегию, тактику. Или прояснится что-то, и вы будете понимать, что мне интересно, в принципе, продолжать, а что нет. Этому еще и могут способствовать те сложные, может быть, в вашей жизни моменты, пусть это не всех касается, но у кого-то явно что-то подобное было. Могли быть потрясения с мая по конец августа. Ничто не происходит случайно, будьте внимательны. Весь сентябрь месяц, потому что, как и люди, так и какие-то события, новости, все имеет какой-то свой смысл, даже новости, мои дорогие. То, что мы слышим, значит, нужно как-то переложить на свою жизнь и спросить у себя, для чего мне это нужно, или что мне хотят, может быть, сказать высшие силы, ангелы мои, да. Ну вот не случайность вот эта, да, она тоже в нашей жизни присутствует, как пространство нас к чему-то, может быть, и подталкивает, подводит к какому-то выводу. Ладно, давайте пойдем с вами дальше. И знаки судьбы. 3 карты, особенно знаки судьбы для тельцов с 10 по 20. С чем, мои дорогие тельцы, это может быть связано? Первый знак судьбы, второй. У нас сегодня колода метафорических карт 78 дверей. Открытые двери или закрытые, а куда мы сами не пойдем. Третий знак судьбы. И давайте узнаем, что там за дежавю в вашей жизни может быть, с чем вы успели проститься, поставили точку, а оно вернется. Что прояснится? Время ясности мы с вами говорим. Что уйдет? Может быть, завершать что-то будете. Точку сами ставить. А что придет взамен? И по основным сферам жизни, нет, дайте перемешаю. Захотелось так спонтанно. Первая карта – это любовь и личная жизнь. Смотрим энергии, конечно. Мы все разные, будем реалистами. Перекладывайте. Я не случайно использую колоду метафорических карт, потому что даже глядя на карту, каждый может свое какое-то действие или задачу переложить, как-то прочувствовать, да? Итак, любовь, личная жизнь, взаимоотношения в целом. Финансы. Ваши достижения, дела, работа, бизнес, у кого-то учеба, планы на будущее, не без этого. Итак, первый знак судьбы. Тема дома. Это может быть буквально как стены ваши. Или в доме вы будете что-то решать. Может быть, как делать ремонт, не делать ремонт. Или перестановка у кого-то. Или какие-то важные согласования. Но это еще и домочадцы, мои дорогие, родственники, семья,
близкие люди, для тех, кто один или одна. Вообще эта карта очень хорошая, я ее чаще называю праздник после победы. Нам буквально тут праздник показан, причем в узком кругу семьи. Или пусть это не буквально семья, но для тех, кто один или одна. Тема отношений, взаимоотношений. Юпитер сейчас находится в третьем доме гороскопа у вас. И это взаимоотношения. Будьте вообще где-то внимательные, ну, как минимум до июня последующего года, 26-го. Люди могут новые приходить, могут и прежние контакты тоже пересматриваться. Кто-то и уйдет, освободив место для новых отношений. Но четверка жезлов – это, знаете, как якорь, уверенность, ну и одновременно праздник. И это как знак судьбы. И, конечно, четверка – стабильность. И, видимо, по части взаимоотношений, кто со мной, а кто против, может быть, и так вы будете решать. Или, ну, вообще свое окружение несколько причесывать. И, видимо, вам это сделать совершенно необходимо в сторону только тех людей, кто вам откликается как в ответ. И, может быть, это вы кому-то приходили на помощь, а вам-то как раз тут не все приходили на помощь. Может быть, вы кому-то помогали, но, одним словом, были взаимоотношения, как игра в одни ворота. Скорее всего, вы тут будете пересматривать. Может быть, каких-то людей, понятно, мы не отменим из нашей жизни. Коллеги, соседи, какие-то родственники тоже. Бывают и далекие родственники. Ну, вот с кем нам приходится контактировать. Ну, значит, это вы будете все, что касается взаимоотношений, выстраивать в какой-то новой плоскости. Такой знак судьбы. Второй знак судьбы. Ну, сам по себе праздник. И если мы говорим, что время ясности для тех из вас, у кого любовный треугольник был, может быть и так, ну, тут тоже вы будете проводить какие-то параллели и думать, а нужно ли мне это продолжать или нет. Но хотя может наступить ясность, если это вы где-то находитесь в подобных отношениях, и выбор как бы от вас зависит. Скорее всего, то выбор пора делать. Но, правда, опять же, нам люди показаны. Здесь у нас двери закрыты, но все, кто нужно, они уже дома, да? А здесь тоже, тут двери открыты как бы, но это двери шкафа, мои дорогие. Поэтому вот что-то тут вы будете определять. Но, опять же, это будет касаться сферы отношений, взаимоотношений. И, может быть, жезлы у нас хоть и часто воспринимается это как карта дома, но у кого-то работа на дому. И жезлы, дела, работа, бизнес, и откуда к нам приходят деньги. Поэтому вы и денежную ситуацию какую-то будете или должны стабилизировать. И Уран у нас сейчас в Близнецах, в первом доме гороскопа, как бы еще вот первые только шаги он делает. А в вашем знаке зодиака был предыдущие 7 лет. Так вот теперь Уран у вас во втором доме, а это тема финансов. Поэтому тут и по финансам, и дом, и финансы. Вообще вы как-то стабилизировать пытаетесь вашу жизнь. Как и буквально наяву, и в каких-то материальных вопросах, или согласованиях, бумагах, соглашениях, контрактах, так и по части чувств, отношений. Вот такие знаки судьбы. Третий знак судьбы. У кого-то выйти из одиночества. Хотя отшельник – это всегда мудрец, тот, который… И не случайно, кстати, нам ведь никогда молодым человеком не изображают отшельник. И неважно, сколько вам лет, имеется в виду какой-то опыт. Это нам хочет передать карта. И посмотрите, какие-то соблазны, буквально от которых отмахивается наш отшельник, это нам о чем хотят сказать? Это вот такая независимая личность. Да, это где-то дервиш, идет босиком. Но тем не менее, когда невозможно нас купить на лесть. Нам приятно это слушать, правда, когда нам говорят комплименты или какие-то добрые слова, по крайней мере, это так звучит. Но насколько это доброе, скорее всего, вы тут что-то будете причесывать, соизмерять. И, ну, видимо, какой-то прежний опыт заставляет, опять же, отделить зерна от плевел или стабилизировать вашу ситуацию, у кого чего касается. Но точно так же это здесь нам тут прям все богатства, да, какие-то яства предлагает, как образ, появившийся из ниоткуда. Но точно так же на отшельника невозможно воздействовать, если ему
Говорит кто-то обидные слова. Он ведь философ, он мудрец. Ему фиолетово, кто что думает. Вот, видимо, все то, что я сказала, имеет взаимоотношение или отношение к людям и к дальнейшему продолжению отношений с кем-либо и в каком ключе. Все же отшельник идет один. Может быть, для кого-то из вас затянувшееся одиночество, вот как знак судьбы. Но где-то тогда карта дает подсказки. Зачем вам это нужно? И нужно ли? Все же это старший аркан. Для кого-то может давать подсказку, как вынужденное одиночество. И вы даже, знаете, есть люди одинокие, а есть люди-одиночки. И это совершенно два разных понятия. Одинокий – это когда человек подзастрял. Мало общения, мало интересов. Ну, когда как день сурка, жизнь не меняется. А напротив, одиночки, они ведут очень активную жизнь. У них много интересов, много планов. И это как-то через самореализацию проходит. Понимаете? Поэтому вот такая двойственная карта будет говорить для кого-то, а если ты хочешь или ты устал от одиночества, то ты должен как-то сам расширить свой, как минимум, диапазон общения. Или пересмотреть контакты, впустить в свою жизнь новых людей. Каким образом это нужно подумать, безусловно. Но для кого-то из вас, к примеру, то, что касается ваших достижений, мои дорогие, и это серьезная тогда будет карта, как знак судьбы. Надейся сам на себя. Это как миссия какая-то тогда. Ведь отшельник – это жизненный путь. Это отчасти, может быть, даже то, что вы начинаете новое дело, даже буквально с нуля. И такое даже в астрологических прогнозах, мои дорогие, оно совпадает, вот этот период. И в последующем это то дело, которое вам будет приносить и радость, и интерес, и вдохновение, и доход. Но начинаться вот как так босиком оно может. И вот этот путь жизни как будто нужно продолжить. Тебя могут отговаривать. Ты как будто даже не слушай. Кто что там думает, чьи-то домыслы. Есть то, что чувствуете вы сами. То, что вы видите. А как вы видите, вас никто до конца не может ведь понять. Это на самом деле. Потому что все мы во власти предубеждений. У каждого у нас здесь свои мысли. Поэтому перекладывайте на себя вот эти знаки судьбы. В чем вы там поставили точку? А вот точно. Вы знаете, тут не то, что одно что-то, а вот как много ключей. Восьмерка жезлов. Ну, где-то приготовьтесь к тому, что вы можете получить, как и важные известия, важные бумаги, важную информацию, стремительную, молниеносную какую-то, даже такое бывает. Карта скорости у нас восьмерка жезлов. Это когда, ну, даже я такое допускаю, ведь в некоторых колодах это называется картой трансформации, мои дорогие. Кто смотрит давно мои расклады, знаете, колода ангелов-хранителей, там как раз это называется карта трансформации. Потому что, да, это вот как новость или какое-то событие врывается в нашу жизнь и начинает все менять. Или это как новая точка отсчета. Какие-то новые задачи, которые вы ставите сами. И ключи просто вам нужно подобрать. То есть метод какой использовать. Как правильно взаимодействовать с человеком. Нужно мне это, не нужно. Буду это продолжать или я откажусь. Но это какая-то конкретика. И пункт отправки вот именно может начинаться с какого-то известия. И не обязательно это будет, кстати, от человека. Средства массовой информации. Может быть, вы что-то услышите, какая-то возможность появляется. Но как провзаимодействовать, это вам еще придется решать. Но, тем не менее, мы карту эту достали на то, что вам знакомо. Может быть, вы это уже где-то даже забыли. И я допускаю, кто-то и о человеке мог забыть, и вдруг он воскрес. Вот такое тоже может быть. К вам пытаются кто-то найти ключи. Поэтому будьте реалистами, мои дорогие. Значит, какие-то помехи. И это может быть такое, знаете, как экзамен судьбы. Если прежние отношения, ну, не было там никакого вдохновения. Или мы проходили какой-то, знаете, сложный опыт, состоящий из множества проблем. И вдруг эта персона материализовалась в вашей жизни. Будьте реалистами. Вряд ли проблемы куда-то исчезли, правда.
Но больше это позитивная карта, вот вы идете вперед, какие-то возможности, это точно. И будьте готовы к скорости, потому что эта карта предупреждает, что тут нужно как-то будет быстро сориентироваться, оценить правильно обстановку. Причем ни разу здесь нам не про эмоции, а что-то скорее просчитать. Не случайно ключ выбираем. То есть ведь мы прикидываем, да, что подойдет вот из ключей к замочной скважине. Вот что-то такое, да, то есть это и работа интеллекта, ну, может быть, и некоторые вопросы, которые касаются, как обустроить жилье, вот буквально, да, как решить вопросы с личной жизнью, может быть, поехать, не поехать куда-то. Ведь помните, тут, знаете, ни одна карта, кстати, вот не говорит, что мы сами что-то активизируем. Или мы сами как набираем этот темп. Да, мы темп набираем по восьмерке жезлов. Но не потому, что мы педалируем ситуацию, а это какой-то момент или это чем-то обусловлено как минимум. А отшельник он тоже идет, но он идет медленно, потому что он должен все подмечать. Поэтому если что-то происходит, как знаете, вы понимаете, удобный случай и его величество, момент какой-то подходящий, то тогда мы не должны это отложить на потом по восьмерке жезлов. Но сами должны быть при этом осмотрительны. Так что же прояснится? Какая-то пауза, какая-то застрявшая ситуация, которая, ну, ни вперед, ни назад. Ваше какое-то искаженное восприятие. Может быть, и с конкретной темой связано по части личной жизни, или это ваше просто переосмысление. Это вот именно карта искаженного восприятия и остановки. Причем той остановки, когда мы сами вынуждены, ну, где-то закрывались. Может быть, и предыдущий период был достаточно сложный, и нам был необходим период, когда, ну, мы себя попросту берегли, но ведь это ожидание должно закончиться. Иногда девятка мечей – это карта ночного кошмара, пусть в других колодах Таро. Посмотрите, дверца открыта в этой клетке. Тогда мы в своих предубеждениях не должны подзастрять. Нам здесь, может быть, пространство, вселенная в виде новостей будет давать конкретные предпосылки к тому, чтобы мы себя перестроили. А мы ж ничего не хотим менять, мы хотим так, как было раньше. Ну, наверное, так не будет. Поэтому нам, скорее всего, если мы спросили, что прояснится, по некоторым ситуациям, в чем мы не видели выхода, или когда действительно была какая-то остановка. Может быть, это и вы сами, просто, мои дорогие тельцы, кто-то из вас, поменяете активность взамен прежнего бездействия. У кого-то и так будет. А что же уйдет? Ну, это вот, знаете, будет много новостей. И у нас сентябрь, да вообще до конца года. Это такие месяцы, когда будет очень много информации, и нам придется ее пополам делить, перепроверять часто, можем мы этому доверять или нет. Вот какая-то действительно уйдет ситуация ну вот представьте, два жезла, да, это вот как один жезл и второй, ну вот как вот эти две карты, и мы ходим между ними, да, и не знаем туда-сюда, словно мы вынуждены были сидеть на двух стульях. И вот теперь совершенно случайно мы что-то узнаем. Может быть, это эврика, может быть, это прозрение какое-то, может быть, это какая-то точка невозврата. Потому что двойка жезлов, а следом идет тройка. А тройка – это уже всегда карта будущего. И здесь буквально какая-то телепортация. Вот для вас вы поймете, как будто, что нет закрытых дверей. Вот впереди не случайно девятка мечей. О чем? Мы подзастряли. И теперь мы понимаем, что мы зря находились в этих предубеждениях. И это уйдет. Что придет взамен? А вот и тройка вам жезлов, ну вот так. И ведь это как маяк, мои дорогие. Вы поймете, что сейчас все в вашей власти. Хотите новых знакомств? Да, себя ведь придется менять. Маяк – это как вы должны к себе притягивать внимание, вы должны быть интересны. То есть мы в целом, если хотим новых знакомств, то, ну, с чего начинаются знакомства? Наверное, какая-то либо общность людей, может быть, или когда
творчество, допустим, вы занимаетесь творчеством, среди вас много таких людей, вдохновленно творческих, и человеку это интересно. То есть все равно это начинается, ну, хорошие, надежные отношения. Они начинаются с дружбы. И уж потом тут как получается, да, бывает, конечно, и любовь с первого взгляда, не без этого. Но в большинстве своем все равно потом она переходит в дружбу. Это сначала чувство вспыхнет, но должно быть еще что-то, то, что вас соединяет. Вот поэтому у вас какие-то свои собственные планы, как вот у этого отшельника. Они должны быть. Или как вы, как самореализация какая-то, жезлы все же, что придет. Это новые возможности вообще-то. И по этой карте вы можете быть привлекательны. Это рост вашей популярности, мои дорогие. Это в будущем какие-то новые возможности. Карта оптимизма. И не просто оптимизма, а такого дельно конкретного, когда все в ваших руках, мои дорогие. Вот если двойка, да, когда мы ходили от одного жезла до другого, то теперь мы точно знаем, что мы будем делать. Но нам ведь еще человек показан, он стоит. И имеется в виду что? Да, он как бы к себе, да, привлекает внимание. Но сам-то он анализирует какое-то свое прожитое время и на что он согласен, а куда он сам не пойдет или с кем не пойдет. Вот такие вопросы, скорее всего, они приходят, ну, как минимум, в вашем сознании. То есть вот лишь что-то подобное вам придется решать по части выбора партнерских отношений, пусть по бизнесу, по работе. Откуда к вам приходят деньги? Может быть, денежную какую-то наперед стратегию, тактику вам тоже придется пересматривать. Я уже об этом говорила. Личная жизнь. Девятка мечей переходит, видимо, в девятку жезлов. Человек несет двери, дверей нет, но сейчас он поставит. И кому он их откроет? А перед кем он их закроет? Быть может, навсегда. Четверка жезлов. Я говорила о дверях. Все в сборе, но дверь закрыта. Да? Как будто вы сами закрываете эту дверь. И в личной жизни что-то подобное у вас происходит. Но, видимо, это совершенно необходимо, потому что дом – это наша крепость. И у кого-то это будет говорить о том, что, кстати, я должна сказать, у вас действительно сильная позиция. Ведь в герметической колоде Таро это карта великой мощи. Это карта великой силы. Это буквально, знаете, как жизненная активность. Это когда, ну, даже где-то мы чувствуем себя более бодрыми, физически более активными. То есть это сама по себе физическая сила. Когда мы ресурсны, мои дорогие, и в других областях, вот даже и по части заработков, к примеру, да, но вы вообще люди выносливые и работящие. Но, видимо, есть те вопросы, которые вам правильно нужно оценить, что продолжать, а что нет. Потому что куда мы приложим эту силу? Искусство мелких шагов. Но мы смотрим на личную жизнь. А вверху у нас восьмерка жезлов, восьмерка, девятка. Вот сначала как будто ключи подбираем, а потом ставим двери. Кого мы впустим, кого мы нет. Не впустим. Если на восьмерке жезлов дверей закрытых нет, в принципе, вообще, то тут ключи самое главное. То девятка жезлов, и по восьмерке мы всегда, знаете, можем найти варианты сотрудничества или варианты, ну, продолжения какой-то темы. То есть это наши ресурсы тоже. Но когда мы, видимо, уже что-то осуществили или поняли, то все равно идет переосмысление, и мы понимаем, ну, пока мы, да, уже подобрали, то есть вот эти ключи, мы ведь уже 10 раз подумали, кто рядом с нами, а кто все-таки нет. Никого, кого мы не захотим видеть рядом с собой. Вот что-то подобное по части именно личной жизни и вашего дома. Ну, а может быть, у кого-то согласование. Давайте мы спросим, что у нас на финансы. Будьте внимательны, слушайте свою интуицию. Помните, мои дорогие тельцы, Верховная Жрица, как мы можем эту энергию карты переложить на свою личную жизнь по части финансов. Первое, давайте так, к практике перейдем.
Это та, которая все знает. То есть какой-то опыт вам явно помогает. И эта карта, она-то знает, Верховная Жрица, а тайны-то присутствуют, они остаются. Поэтому по части дверей предыдущая карта очень к месту. Искусство мелких шагов. По части финансов какая-то очень осторожная стратегия. Более того, скрыто, да, тайна. У вас должна быть заначка, давайте так уже скажем простым языком. Не должно быть какого-то минуса, потому что ваша независимость, а это в центре внимания, карта Верховная Жрица – это карта независимого человека, но тот, который не говорит никому, вот как в детской игре, да и нет, не говорите. И запасной аэродром, и это вам все помогает держать вот эту независимую позицию. Ну и, конечно же, финансы, коль мы смотрим на финансы, поскольку финансы или деньги – один из способов взаимодействия с миром. Для вас это все важно, потому что где-то недостаток финансов может привести к закрытости или нарушению планов, или когда подвернется его величество удобный случай, а денег как будто нет или недостаточно. Будьте мудры. Здесь именно по интуиции идите. У нас время такое, что мы не все можем анализировать с позиции логики и здравого смысла. Но тогда наш интеллект, наш где-то на уровне подсознания, вот альфа-волны, да, мозг вам будет давать правильные подсказки. Давайте мы посмотрим, что же там на ваши достижения. На усталость, подустали тельцы, правда? И в сентябре много работы. Может быть, это вы так вот к концу уже этой декады второй, мы смотрим с 10 по 20, будете видеть, с одной стороны, что вы не хотите продолжать, что не имеет смысла, какая-то явно перерокировка, потому что тут может быть, знаете, как и смена работы, смена графика работы, может быть, тут вы вообще что-то передумаете. У нас ведь человек, обратите внимание, пытается как будто открыть дверь. И вот он толкает в нее, толкает девочка, которая решила, что этот человек так играет. Это у него такая игра. Поэтому в шутовском костюме девочка изображена, и этот взрослый человек. А человек никакая не игра. Это он на полном серьезе пытается привлечь к себе внимание. Но все проходят мимо, равнодушно. Вот дела, работа, бизнес. Тут как будто, понимаете, никому до вас нет дела, мои дорогие. Ну, как бы это печально ни звучало. С другой стороны, ведь это очень хорошо. Вот карта отшельник. Это карта тоже независимости. И главное, никто не мешает. Но тут самому себе не помешать. Потому что сколько эту дверь не толкай, открывается она в другую сторону. Ее просто легко нужно потянуть на себя. Поэтому какая-то ситуация по работе, по бизнесу, она не может быть решена прежними методами, мои дорогие. Здесь себя приходится перестраивать. Ну, может быть, буквально перестраивать, как я сказала, по графику работы. У кого-то это банально может быть, потому что уже света белого не вижу от работы. У кого-то и так тоже. Уставшие люди делают ошибки. Надо как минимум отдыхать. Или для кого-то карты, для вас это очень актуально. Знаете, надо уделять внимание самим себе. Вот собственному здоровью. Нам не говорят ведь, что вы тут болеете. Ни одна карта об этом не говорит. Но астрологически есть в этом риск, потому что как перенапряжение. Вот именно через усталость. Когда вы себя уже на такое далекое потом отодвинули, и все, вот руки-то и не доходят. Поэтому тут тоже, вот знаете, все-таки нам ведь уже не одна карта сказала о том, что вам какие-то решения придется принимать. А уставшие люди, если мы говорим, делают ошибки, то это тоже карты подтверждают. А холодная голова, как минимум, когда мы хорошо выспались. Карта ночного кошмара, бессонницы. И, может быть, это буквально мы спрашивали. И мешает бессонница. Почему нет? Такое тоже может быть. Поэтому будьте внимательны, мои дорогие. Есть все же какая-то ситуация, которую вы, может быть, многократно проигрывали даже в своем сознании, в своей голове, а вы действуете по старому шаблону.
Вам тут нужно как стратегию, тактику, походку, мои дорогие тельцы, как будто изменить для вашего же собственного прогресса. Перекладывайте на себя. Предпосылки и возможности главное есть. И никто не мешает. Это тоже как знак судьбы. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые тельцы. И я благодарю за ваши искренние комментарии, за вашу душевность. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.